Доброе зимнее утро, ребята! Как проходит начало моего дня? Если вы ведете здоровый и активный образ жизни, то наверняка вы знаете, что первые часы пробуждения очень важны для вашего организма. Так что добро пожаловать в мое фитнес-утро! С недавнего времени я начала внимательнее следить за тем, во сколько я просыпаюсь, когда засыпаю и как проходят фазы моего сна. Это очень важно не только для качественного восстановления после тренировки, но и для вашей красоты. Синяки под глазами, разбитое состояние по утрам – это моя проблема. Очень нехотя, но я заставляю себя вставать в 8 утра. Хорошо, что будильник находится прямо на моей руке. Кстати, я просто не снимаю мои смарт-часы Gear Sport, в них же и сплю. Так, что у нас тут по поводу сна? Приложение мне показывает, что я спала 8 часов 30 минут. В принципе, это в пределах нормы. А со стороны Димы нас будет дополнительный волосатый и коротконогий будильник, так чтобы наверняка, а вдруг не проснулись. Эмма, дай-ка нам еще минут 10, мы поваляемся. Не буду оригинальной, я как обычно проверяю свой инстаграм, отвечаю на ваши сообщения или делаю какой-то пост. И также я проверяю свой блокнот-планер, где обычно расписываю дела на день, нужно ли снять видео, сделать фотографию или смонтировать ролик. Кстати, нужно поставить Always on Display на часах, чтобы я всегда видела время, а то я вечно опаздываю. С чего вы начинаете утро? Я вот каждое свое утро, хотя бы стараюсь, пить стакан воды с лимонным соком. Это необходимо для запуска обменных процессов в организме и заряда бодрости. И да, я не буду сейчас делать полноценный завтрак, так как у меня по плану утренняя тренировка в зале. Сейчас я тренируюсь на жиросжигание и уже довольно успешно, поэтому по утрам, сразу после пробуждения, я делаю небольшой углеводный перекус в виде банана, к примеру. Это количество углеводов даст мне энергии на тренировке. Так, нужно не забыть занести эту калорийность в приложение. Многие предпочитают тренироваться на голодный желудок и только потом завтракать. Но я немного другого мнения, и если хотите узнать больше информации о том, как питаться до и после тренировки, ставьте лайк, и я сниму подробное видео на эту тему. Пытаясь съесть свой банан, я запрягаю своего рыжего коня, и мы отправляемся на прогулку. Кстати, у нас уже выпал снег, и его, конечно, могут посыпать солью или, что еще хуже, химикатами, а это очень вредно для собачьих лапок. Поэтому утром я натираю подушечки лапок Эмки специальным воском. Миссия, конечно, очень сложная, но выполнимая. Эмка, конечно, в шоке от снега, так как никогда его не видела, прыгает как зайчик, ест его и не понимает, куда же делась трава. Обычно, хотя нет, всегда с Эммой гуляю только я. Дима ясно дал мне понять перед появлением собаки, что хозяйкой буду я, а с ней он будет только играться. Бывает, конечно, если нужно, я могу попросить его погулять с собакой, хотя сама люблю это делать. Обычно мы гуляем 3-4 раза в день. Иногда мне кажется, что я сама себя выгуливаю таким образом. Через минут 10 мы возвращаемся домой, и только потом я иду в ванную. Тут все понятно, чищу зубы, душ, лицо, и наверняка вы знаете о моей эпопее с проблемной кожей. И вот как сейчас выглядит мой уход. Для начала я умываюсь с помощью вот такого жидкого мыла, кстати, очень хорошее, и вытираю лицо я только бумажными полотенцами. Это один из способов избежать микробов, которые обычно собираются на полотенце, и на сухое лицо я наношу необходимые средства. Такой лечебный уход прописал мне дерматолог. Не могу сказать, что я вижу какое-то супер улучшение, но с кожной проблемой нужно бороться комплексно, учитывая питание. Пока я мазалась всеми кремами, мне пришла напоминалка о тренировке. Ну что ж, пойдемте вместе. Кстати, на тренировку я не крашусь и занимаюсь всегда без макияжа. Конечно, за исключением того, когда мы снимаем видео тренировки. А вы тренируетесь с макияжем или без? Максимум, что я могу нанести, это консилер, тушь и, конечно, обозначить брови на моем лице. Ну что ж, я готова, пойдемте тренироваться. Иногда, когда я чувствую, что мне недостаточно энергии, а сегодня именно такой день, перед тренировкой я выпиваю чашечку капучино. Продавец был в шоке, когда я оплатила заказ с помощью Samsung Pay на часах. Ну, что поделать, высокие технологии. Кстати, а вы пьете кофе перед тренировкой? Перед тренировкой можно, как раз кофеин даст вам энергии и бодрости перед занятием, но я бы не советовала злоупотреблять, иначе ваш организм привыкнет к такому допингу каждый раз перед тренировкой,
тренировкой, и вы просто не сможете больше тренироваться без дозы кофе. Постарайтесь пить кофе хотя бы через раз и искать мотивацию и силы без кофеина. А вот после тренировки ни в коем случае, когда сердце работало на пределах, давать ему дополнительную нагрузку не стоит. Осталось всего неделя до Нового года, и в зале не протолкнуться. А все почему? Все срочно решили худеть к Новому году. Пока я привыкаю к новому залу, и тело вспоминает технику упражнений. После долгого перерыва я не советую с дуру брать те же веса, как когда-то вы делали. Тренировочный цикл нужно начинать постепенно. С января я буду тренироваться по моей новой программе, и если вам интересны подробности, то обязательно пишите в комментариях. Я уже по привычке включаю своего тренера на часах, и в конце тренировки я покажу вам данные, которые мне даст приложение S-Health. Ну а сегодняшняя моя тренировка выглядит так. Обязательная разминка всего тела примерно минут 5. Вы можете разминаться и плавно поднимать ваш пульс на кардиотренажерах, но все равно суставная гимнастика обязательно. После этого я разогреваю поясницы на гиперэкстензии, и в последних двух подходах я использую 5-килограммовый блин. Далее я иду в зону силового тренинга. Очень жаль, что тут выделили маленькое помещение для такой важной зоны. Я считаю, что достаточно штанги и блинов для построения красивого тела, даже для девушки. Тут я выполняю приседания. Пока не гонюсь за весами, а стараюсь прочувствовать каждое движение. Между подходами я долго не отдыхаю, 1-2 минуты, а между упражнениями около 2-3 минут. Все упражнения я не выполняю более 15 повторов. И после приседаний у меня мертвая тяга. Небольшой совет: для лучшей концентрации на бицепсе, бедра и ягодицах подложите под носки блины. Кстати, не забывайте пить воду во время упражнений. Я обычно выпиваю около 500 мл за 1 часовую тренировку, а то и больше. Далее я иду на сгибание ног лежа и добиваю бицепс бедра. Это единственное изолированное упражнение на моей тренировке, и если вы хотите приподнять ягодицы и убрать дряблость бедер, то это упражнение обязательно должно быть в вашей программе. И последнее, но не менее важное упражнение — это подтягивание. Это упражнение для меня очень важное, так как если у вас нет талии, визуально ее можно сузить, расширив спину и плечи. Да и, пожалуй, это одно из лучших базовых упражнений на верх тела. Тренировка окончена, и на данный момент моя цель плавно понизить пульс, поэтому я выполняю легкое кардио на беговой дорожке. Начинаю с 7 км в час и в течение 5 минут медленно снижаю скорость. А вот теперь тренировка окончена, и ее длительность была 43 минуты, за которую я сожгла 437 калорий. Вроде бы не так плохо. Конечно, я как типичная девочка встану на весы после тренировки. Кстати, месяц назад у меня было 65 килограмм, так что я на верном пути. Но я не советую верить цифрам на весах. Во-первых, эти 61 килограмм не дают мне понять, сколько лишней жировой массы я имею и какое качество моего тела. Только зеркало правдиво все говорит. Главное не быть слишком критичной и здраво смотреть на себя. Ну и во-вторых, взвешиваться сразу после тренировки тоже не стоит. Так советуют делать псевдотренера, когда хотят показать супер эффект своему клиенту. Особенно, когда запрещают ему пить и обматывают пищевой пленкой с ног до головы. Вау, минус 500 грамм после первой тренировки. Конечно, потому что это всего лишь вода, которая вышла вместе с потом. Стоит только немного попить. Поэтому только зеркало честно вам покажет все результаты. Признаюсь, не всегда я принимаю душ в тренажерном зале, так как живу 5 минут от него. Также недалеко от зала у нас есть бассейн. Нужно будет и там протестировать Кирспорт и его функцию с счетчиком грибков. Да, эти часы водонепроницаемые, и с ними можно плавать. Ну а теперь скорее домой завтракать. В течение 30 минут важно сделать полноценный завтрак, богатый на белок и сложные углеводы. У меня это овсянка с творогом, немного миндаля и ягоды. Тут идеальное сочетание всех микроэлементов. Также я делаю себе чай и отправляюсь за компьютер работать. Вот и все мое фитнес-утро, очень активное и продуктивное. Чаще всего я тренируюсь именно в утреннее время, и именно тренировка меня бодрит на целый день. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк и пишите ваше мнение по всем вопросам в комментариях. Давайте договоримся, что в новом 2018 году мы постараемся каждое утро начинать с улыбки и будем не лениться. Тогда точно все задуманные планы сбудутся. Спасибо вам большое за просмотр, всех с наступающим и пока!